Я собираюсь купить вот эти 8 нейросетей и дать им одинаковую задачу — написать код для персонального сайта. Делать я это все буду с помощью одинакового промпта, то есть на входе у них будет одна и та же задача, но результат будет разный. И сегодня мы посмотрим на тот результат, который у нас получится с помощью вот этих разных нейронок. А для того, чтобы эксперимент прошел чисто, я все буду использовать в рамках одного программного обеспечения. То есть я буду делать это через программу OpenCode. Это бесплатная open-source альтернатива Курсора или Google Antigravity, куда можно подключить любого провайдера. И для того, чтобы эксперимент был точно чистым, провайдер будет один и тот же. Я буду использовать Польза AI, где можно подключить любую нейросеть с помощью одного API-ключа и с помощью одного адреса, при этом с оплатой за рубли. Они поддержали выход этого видео, и ссылка на них будет в описании. Для того, чтобы настроить OpenCode, это такой редактор кода, нам нужно зайти в настройки и подключить провайдера. Если вы приглядитесь, то здесь уже есть какие-то популярные провайдеры типа Anthropic, GitHub Copilot, OpenAI, Google и так далее. А если открыть шторку, где можно посмотреть всех провайдеров, то вы увидите, что здесь их просто огромная куча. Llama, Minimax, DeepSeek, NVIDIA. Куча. То есть вы можете настроить локальные нейронки, свои собственные нейронки на удаленном сервере и так далее. Нас интересует настройка Custom. Здесь нам необходимо указать провайдер ID, он у нас будет называться Польза. Затем для провайдера назовем его Польза AI. И нужно вставить URL и ключ. URL мы берем из документации. Переходим в Польза AI, документация, быстрый старт. И в документации находим ссылку, куда нужно ссылаться для того, чтобы обратиться к моделям. Вставляем здесь эту ссылку и нужно вставить API-ключик. У меня этот API-ключик уже есть, он созданный в консоли пару раз, потому что это уже не первая моя попытка записать видео. В разделе API-ключи у нас лежат вот здесь вот эти ключики. Я их сейчас поудаляю лишние и создам новый. Назовем его OpenCode. Здесь можно задавать лимит, чтобы не потратить больше, чем нужно. Я здесь этого делать не буду, поэтому просто создам ключ. Ключ у меня есть, я скопирую его и вставлю вот сюда. Дальше мне необходимо указать модели. Какие модели я буду использовать? Они у меня уже отсортированы, я их пролайкал заранее. Вообще, на самом деле, здесь гораздо больше моделей. Тут есть модели, связанные с видео, с фото. Я постарался подобрать такую модель или такие модели, которые заточены именно под написание кода. Единственное, что у антропиков я беру не самую мощную их модель, Claude Sonnet, но я думаю, что даже он справится с этой задачей хорошо. Начнем с ZAI и GLM 5.1. Добавляем сюда модель, добавляем название. И таким образом я прохожусь по всем моделькам, копирую их название и отображаемое имя. Когда я добавлю все модельки, продолжим. Я добавил все модели, а вы лайк этому видео поставьте и в комментариях напишите свои идеи для таких батлов среди нейросетей. Я хочу сделать эту рубрику регулярной, и если она действительно зайдет, то мы будем регулярно проводить такие батлы, потому что можем проверить разные подписки, например. То есть сейчас мы все проверим по API с оплатой за токены, а в будущем можем проверить и сравнить лимиты разных подписок, например, Claude против ChatGPT, против Gemini и так далее. У меня есть подписки на все эти нейросети, можно их проверить. Когда мы заканчиваем настройку, нажимаем Submit. Что-то у нас тут... у нас задублировалась одна из нейронок, Qwen. Нажимаем Submit, и у нас появился новый провайдер, Польза AI. Теперь для того, чтобы открыть все эти проекты, я могу, по идее, как бы закинуть их все. Я, кстати, не уверен, что я могу так сделать. Могу ли я закинуть все вообще нейронки? У меня тут с рабочего стола, если я их выделю, и попробую закинуть сюда. Получится ли у меня? Нет, так не получится. Ладно, придется открывать через Open Project. Заходим и добавляем по очереди каждый проект. То есть у нас здесь будет... Да, у нас тут ошибка какая-то. У нас будут все проекты, собранные внутри OpenCode. Я надеюсь, что OpenCode меня не подведет, и я все эти проекты сейчас добавлю в него. Готово. Все проекты я сюда загрузил. У нас здесь есть китайская модель GLM, затем Grok, затем ChatGPT именно Codex, Claude от антропиков, Qwen китайская, Xiaomi китайская, Minimax тоже китайская и Kwai Я не знаю, кстати, чья она. И у меня сегодня дико лагает OpenCode, к сожалению.
Видимо, когда открыто несколько параллельных проектов, он ведет себя вот так. Я надеюсь, что это нам не помешает. Итак, приступим. У меня есть промпт, который я собираюсь давать всем нейронкам вне зависимости от их модели. У некоторых нейронок есть режим планирования, у некоторых режима планирования нет, поэтому я не буду запускать отдельный режим планирования, просто учтем по умолчанию, что с режимом планирования нейронки справляются с задачей обычно лучше. То есть, когда нейронка подумала, спланировала, и потом по этому плану двигается, она пишет код лучше. Но мы все нейронки сразу переведем в боевой режим build, где они должны будут сразу делать, а не планировать. Промпт у меня состоит из следующих частей. Я описал стек, на котором должен быть сайт, то есть сделать нужно сайт персональный портфолио на русском языке. Я описал стиль со своего личного сайта, указал страницы, которые должны быть, указал навигацию, которая должна быть, и тексты, которые должны быть на сайте. И в результате у меня должен получиться работающий локально сайт, на котором есть все вот эти необходимые тексты. Я копирую весь этот промпт. Меня интересует именно вот эта часть без заголовка, то есть мы копируем весь текст промпта. Как видите, он большой. Мы за это будем платить много копеек. И загружаем первую нашу модель. Главное не перепутать. У нас в проекте с GLM должна быть моделька от Польза AI, которая называется GLM 5.1. Говорят, что это аналог Клода и должен справляться хорошо с задачей. Я не прикрепляю скриншоты. В предыдущих попытках записывать это видео я прикреплял еще скриншот с примерами хорошего дизайна. Здесь я решил упростить этот тест, потому что у меня иначе все падает, ломается, и нейронки ведут себя не одинаково. Я хочу, чтобы они вели себя максимально одинаково и на одинаковых условиях их проверить. Опять же, если у вас есть комментарии, как лучше всего проводить такие тесты, welcome в комменты, пишите, что вы думаете по этому поводу. Ну а мы начинаем первый эксперимент. Запускаем наш GLM для того, чтобы он начал разрабатывать первый наш сайт. По идее, после того, как разработка будет закончена, здесь у нас будет команда, с помощью которой мы сможем запустить и посмотреть локальную версию сайта. А пока ждем. Несмотря на то, что мы не запустили режим планирования, нейронка сама определила, что ей нужно сначала сделать план. Она думает, запускает команды, смотрит, изучает кодовую базу, так как все папки пустые, там ничего нет. Сама себе составляет план, но у меня есть подозрение, что она этого плана будет придерживаться плохо, потому что в предыдущих экспериментах у меня не получалось это сделать. В смысле, что вот этот план, она его плохо соблюдала. Но здесь посмотрим. Обычно, пока нейронка делает свою работу, я встаю на беговую дорожку и начинаю ходить, потому что я заметил, что практически всю часть моего рабочего дня я просто жду, пока нейронка доделает задачу. У меня есть обзор на канале на эту дорожку, посмотрите, если еще не видели. И проговорю несколько важных нюансов по поводу вот этого эксперимента. Мы проводим его без дополнительных MCP-серверов, без дополнительных плагинов, без режима планирования. Все это ухудшает разработку, то есть результат может получиться не таким классным, каким мог бы, если бы мы подключили разные MCP-плагины. Если надо провести эксперимент, где у нас будут разные суперсилы, типа для Клода Superpowers есть, и разные дизайн-скиллы, которые можно подключать к разным нейронкам, их сюда в OpenCode можно добавлять. Напишите об этом в комментариях, и если надо, мы проведем и такой эксперимент. Готово. Нейронка завершила работу, говорит, что сайт готов и билдится без ошибок. Вот команда для запуска. У меня здесь открыт терминал. Если не знаете, как его запускать в OpenCode, то сверху справа есть вот такой переключатель. Вставляем сюда команду, которая дала нам нейронка, запускаем. Видим, что у нас запустился сайт. И что-то со шрифтами не то. Шрифты не подключились. Да, шрифты используются такие, которые... не тот, в общем. Так, что дальше у нас тут есть? Книга, последние статьи. Переходим на статью, открывается статья. Все круто, кроме шрифта, то есть не подрубился подходящий шрифт. У меня не было явного указания шрифта, я думал, что будет выбран подходящий тематический шрифт, но его здесь нет. А так, смотрите, получается у меня все вкладки работают, все показывается, светлая, темная тема работает. То есть я получил рабочий сайт. Единственное, что мне нужно исправить здесь, это шрифты. Можно попробовать его попросить. Шрифт в макете выбран неподходящий, можно использовать шрифт Inter.
или любой другой, который без засечек. Можно попросить нейронку исправить этот момент. Сейчас попробуем, разберется она с шрифтом Inter или нет. Но в целом готово. То есть все работает. Вот эта анимация, она проблемная, потому что здесь вот это слово скачет. Второе, и я бы делал перенос на новую строчку, то есть чтобы вот эта вот анимация была всегда концом строки, но это ладно, это не страшно. Вся остальная страница не скачет, это очень хорошо. По сути, за один промпт я собрал полностью рабочий сайт. Сейчас он упал с ошибкой, потому что подправляются шрифты. Давайте проверим, сколько денег это стоило. Открываем результаты работы первого сайта. Потрачено 45 рублей. Внимание! На китайской нейронке GLM 5.1 сайт собрался за... Сколько? За 45 рублей. Ну вот сейчас я еще сделал второй запрос, наверное, побольше будет. Нет, 45 рублей 56 копеек. Отлично. Шрифт, к сожалению, так и не подгрузился, но он еще не закончил работу. Ну, со шрифтом какая-то беда. Он даже когда закончил работу, он не смог все равно его подгрузить. Ладно, идем дальше. Следующая модель, которая у нас должна справиться с задачей. Этот проект GLM мы останавливаем. Терминал приостанавливаем. Сессию закрываем. И у нас дальше на очереди Grok. Это нейронка от Илона Маска, которой мы дадим точно такой же промпт. Выберем модель, в нашем случае Grok. Где же он у нас? Так, это немного не то. А где же наши модели, которые я сюда добавлял? Не вижу модель Grok. Я вижу Grok, которую я добавлял вчера, но сейчас она не работает, поэтому мне нужна другая модель. Ладно, пришлось по-другому немного добавить ее. Вот сюда добавил Grok польза. Вот у нас есть модель Grok Code Fast. Он сделан специально для того, чтобы кодить. Отправляем ему этот большущий промпт и ждем результатов. По идее, если предыдущая нейронка сама себе назначила план и по нему двигалась, то... да, у меня с ошибкой подключено, оказывается. Ладно, сейчас исправлю. Переподключил провайдер. Выбираем здесь Grok Code Fast. Вставляем наш промпт для того, чтобы сделать персональный сайт. Запускаем его в работу и смотрим на результат. С Гроком у меня какая-то проблема, я никак не могу его подключить, поэтому переключусь на следующую нейронку. Это ChatGPT Codex. Я выбрал именно модель Codex, потому что она заточена под написание кода, поэтому даю ей промпт и отправляю в работу. Посмотрим, как справится Codex со своей задачей. По идее, он тоже должен распланировать себе задачу и, собственно, начать делать. Вот у меня здесь видно, что он фронтенд дизайн загрузил скилл, да? Потому что у меня в системе все-таки есть скиллы, и если кодекс их видит через OpenCode, то это будет не совсем честно. Но посмотрим. То есть пока что он думает, затем он составит план, и посмотрим, что в итоге получится. Итак, нейронка закончила свою работу. Говорит, что нужно запустить вот такую команду. Открываем терминал и запускаем ее. Смотрим, что получилось. Открывается локальный сайт, где почему-то опять такой прокол со шрифтами. Ну да ладно. Берется шрифт не очень подходящий для тематики. Тут какая-то проблема с градиентами. В подвале один градиент, тут другой градиент. Выглядит это все, конечно, не очень аккуратно. Но по дизайну это как будто бы даже лучше, чем предыдущий. Вот здесь вот скачет строчка. Да, все, вот здесь мы смотрим блог. Смотрим страницу блога. Все есть, курсы. Ну, курсы тоже есть, отзывы. Вот он прилепил сюда. Консультации. Все с помощью стандартных блоков. Практически ни одна нейронка не двигается дальше и не предлагает какие-то интересные решения. Все сделано на блоках, на простых прямоугольниках. Но для того, чтобы это получалось красиво, это надо проводить отдельный эксперимент, где нужно подрубать скиллы, потому что сами по себе нейронки делают обычный нейронный дизайн. Очень блевотный, простой. О, смотрите, здесь прикольная шапка с размытием, с эффектом стекла матового. Не обратил сначала внимания. Это круто, потому что я об этом не просил, но работает, смотрите, корявенько, потому что вот здесь я вижу артефакт. Граница резкая у шапки. По идее, шапка должна до конца доходить, но вот, короче. Сделал он свою версию сайта, в принципе, неплохо. Лучше, чем предыдущая, немножко с косяками, но прикольно.
Так вот, я хочу завершить мысль, что нейронки хорошо дизайнят, если их предварительно этому научить или подрубить какие-то скиллы, которые отвечают за дизайн. И если, опять же, такая тема нужна, go в комментарии, и я буду иметь в виду, что это нужно проверить в виде эксперимента, в виде такого же батла. Все на месте, все работает, отвратительные вот эти плиточки, все переключается, светлая, темная тема работает без каких-то проблем видимых, поэтому можем переходить к следующему кандидату. Следующий кандидат на очереди Клод с его версией Sonnet 4.6. Переключаем модельку на Anthropic, Claude Sonnet 4.6. Это не самая сильная модель, но тем не менее. Погнали. Запускаем его в работу и смотрим, как он справится. Я совсем забыл сказать, сколько стоила нам разработка с помощью GPT. Тут подтянулись обновленные данные. Я вижу, что на GLM я на самом деле потратил 82 рубля. На OpenAI я потратил 96 рублей, что довольно странно. Потому что в GLM сначала долгое время была одна цифра, а потом другая. Не знаю, с чем это связано. И OpenAI чуть-чуть дороже вышло, 96 рублей за разработку сайта. Господи, 96 рублей за разработку первого прототипа сайта. Понятное дело, что там еще куча всего доделывать, что каждый блок нужно передизайнить, что каждый такой передизайн займет еще какое-то количество токенов. Но это не большие деньги. 100 рублей за первоначальный прототип сайта по API с оплатой в рублях. Нормально. Что делает Клод? Он составляет себе план, и по этому плану будет фигачить. Дадим ему время и посмотрим на результат. Ну что, Клод закончил свою работу. У меня почему-то здесь бегает ползунок, что меня дико напрягает, но тем не менее. И еще, судя по всему, у меня какая-то проблема с Node.js, потому что каждая нейронка пытается что-то там с ним наколдовать. Может, я где-то накосипорил жестко с ним. Так, смотрим. Он создает нам localhost 3000. И это провал, ребятки. Это вообще что? Это очень плохо. Что-то с контейнерами. То есть это прям грустно. Смотрим блок. Да, он потерял вообще все отступы. Какая-то прям беда и проблема. Опять эти конченые плашки. Ну ладно, с плашками я уже привык. Подвал вроде бы сверстанный нормально. Консультации, ну тоже у нас здесь... ну у нас здесь появилась такая штука, 1, 2, 3. Неплохой разделитель по ценам, то есть здесь... Ну, в целом здесь нормально все с дизайном, проблема только одна, потерялся куда-то контейнер. Я могу сделать скриншот, потому что Клод мой фаворит, он не должен был так ошибаться. Какая-то проблема с контейнером. Почему-то отступы по краям потеряны. Проверь, пожалуйста, код и исправь, чтобы контейнеры вернулись на место. Контейнер — это такая штука, которая удерживает контент ровно посерединке. Смотрим по разработке, что он тут говорит. 2 дня готовый сайт, что делаю. Везде вот эти плашки. Ну, короче, мне в целом не очень нравится то, как получилось, особенно учитывая вот этот косяк с отступами. Но здесь хотя бы чуть-чуть есть разнообразие. То есть, вернулись на место. Отступы. Так, вот у нас плашки. Это блок. Давайте посмотрим, как выглядит статья. Статья, ну, выглядит как статья. Здесь, кстати, есть переключашки между следующей и предыдущей статьей. Такого не было в предыдущих версиях. Здесь есть возможность через хлебные крошки вернуться назад в блок. Так, смотрим, что у нас тут с анимацией. Анимация есть, но, опять же, она чуть-чуть вот не хватило, чтобы вот эта S не висела здесь в конце. Она, по идее, должна быть соединена с словом «помощью», потому что иначе получается, что она вот так вот болтается, а по идее сделано хорошо, потому что так и должно быть. Слово, которое меняется, должно быть только на этой строке, чтобы другие слова не скакали вместе с ним. Ну и что тут у нас? Вот это вот минималистичненько. Тут вот стандартно вот эти эмодзи, эти плашки. Книга, ну, нормально. Плашки с блогом нормально. Консультация. Ну, короче, вот этот сайт, если исправить вот этот косяк с отступами, мне нравится больше всех остальных. Давайте посмотрим, работает ли темная, светлая тема.
Темная и светлая тема работают, все на месте. Что тут у нас? Записаться он предлагает куда-то пойти нам. Отзывы со звездочками, прикольно. Короче, нормальный получился сайт по итогу. Единственный косяк был с этими контейнерами. Жесткий. А остальное все выглядит очень неплохо. Сколько это стоило, друзья мои? Это стоило до хрена. Это стоило 1461 рубль. Клод очень дорогой. Да, он хорошо делает свою работу, да, он классно справляется, но пользоваться им по API безумно дорого. Он схавал половину моего баланса. Я в расстройствах. Я пошел. Ладно, идем к следующему кандидату. Что там у нас? Нам нужно здесь остановить... Да, вот нам нужно запустить kill вот эту вот команду, которая убьет этот сервер. Она его убила, мы его закрываем. GPT. Грок у нас там не получился. Теперь мы переходим к Qwen. Qwen — это китайская нейросеть, которая, по сути, дешевле, чем Claude, наверное, раз в 50 должна быть. Мы выбираем ее. Где тут она? Qwen Coder Plus. Это модель, которая сделана специально для кодинга. Теперь мы даем ей этот промпт и запускаем в работу. Посмотрим, какой результат получится у китайского аналога Claude Code. Сейчас он, по идее, должен сам себе настругать план и по нему делать все. И мне, походу, надо что-то делать с Node.js, потому что это жрет токены. То есть каждый раз, когда нейронка видит, что у меня неправильная стоит версия Node.js в системе, пытается что-то с этим сделать и тратит лишние токены. На это я никак не рассчитывал, конечно. Ну, мы видели то, что мы видели. Клод сделал сайт получше, чем все остальные, но дорого необоснованно просто, потому что чат GPT примерно с такой задачей справился в 10, даже больше, чем в 10 раз дешевле. За 96 рублей он это сделал, а Клод это сделал за 1500. Почему-то именно на этом этапе OpenCode сказал «до свидания». Я заметил, что в прошлый раз, вчера, когда я экспериментировал, у меня тоже были проблемы именно с Qwen. Мы же сейчас тестировали Qwen, да? Да, мы тестировали Qwen, и проблема в том, что он вроде как закончил свою работу. То есть он вроде что-то сделал, написал, но, скорее всего, это не запустится, это не будет работать. Давайте попробуем написать npm run dev. Нет, смотрите, что-то запустилось. Смотрим. Да, получилось. Он собрал страницу, но не до конца. Из-за того, что у меня приложение упало, возможно, это было проблемой. Смотрите, какие отвратительные тени, боже мой. Так, ну у нас шапка тоже там с заделом на эффект матового стекла, как это делал кто, кстати? ChatGPT делал? Да, ChatGPT пытался сделать эффект матового стекла, но получилось стрёмно. С типографикой беда. Выглядит, как будто задание дал на фрилансе за 500 рублей. Боже мой, это просто отвратительно. Уф. Это очень плохо. У меня реальное ощущение, как будто бы я дал задачу фрилансеру, который меня обманул по поводу своего опыта. Он сказал: ты знаешь, я сделаю твой сайт за 1000 рублей и 2 дня. И через неделю он возвращается и говорит: извините, я болел, и вот ваш сайт. Ну, кстати, вот в светлой теме нормально работает. Шапка не переключается в темную тему, но в светлой теме это выглядит уже не так плохо. Книжка, статьи из блога. Вернуться к списку статей есть, а переключиться на следующую статью нет, но в целом я не виню его. Анимации для прокрутки нет, но это, скорее всего, потому что сломался OpenCode. То есть я могу сейчас предположить, что он доделает свою работу, случайно прервалось, продолжи работу и доделай задачу. Я очень сомневаюсь, что он ее доделает, но если он доделает, это будет хорошо, и давайте проверим, как это будет. Так, ну говорит, что закончил. Может быть, я рано гоню на него. Говорит, что сайт находится на адресе localhost 3001, но на самом деле нет. Какая-то проблема. Давайте попробуем его перезапустить. Что-то он пересобрал. Или не пересобрал. Пересобрал. Но слово не загрузил с анимацией.
а переключение светлой-темной темы вообще перестало работать. Смотрим блок, смотрим блок. Ну, все работает как бы. Вот это как было, так и осталось. Ну, блин. Ладно, чего я его оправдываю? Это плохо. Это очень плохо. Сколько это стоит? Давайте посмотрим. Это стоило нам явно дешевле, чем Клод. Это стоило нам 56 рублей. Пока дешевле всех остальных. 56 рублей. Ну, нормально. За такую говняку 56 рублей заплатить не жалко. Идем дальше. Следующий кандидат у нас это Xiaomi. У меня есть браслет от Xiaomi, роутер от Xiaomi. Теперь у меня еще есть нейросеть от Xiaomi. Посмотрим, как получится. Здесь мне нужно все остановить, закрыть и погнали давать промпт для Xiaomi. Выбираем нейросеть, выбираем промпт, отправляем запрос и тратим деньги. Вот это опять случилось. Вчера была такая же фигня, когда я тестировал. Это моя не первая попытка записать этот видос. И вот так вот прерывается, зараза. То есть он говорит, что закончил вроде как, но его нет. Ладно, мы снова запускаем вот эту команду. Или давайте npm run dev. npm run dev. Универсальная команда для Node.js. Не открывается, не хочет. А нейронка уже упала. Так. Попробуем. Через npx запустилась. Ну, пробуем. Да ни хрена не запустилась, не работает. Короче, нейронка по пути упала. Да, он говорит, не могу найти хотя бы одну страницу или, или приложение в директории. Пожалуйста, что-то сделайте с этим. Короче, она зависла. И я не знаю, на чьей стороне эта проблема. То есть это проблема OpenCode, или это проблема самой нейронки, или провайдера. Непонятно. Поэтому просто напишу «Продолжи и заверши план и разработку». Меня это дико расстраивает, потому что я вчера на это потратил целый рабочий день. И у меня завалился тест как раз тоже на последних этапах, когда я делал уже какой-то 11-й сайт. Да, вот он говорит, что он сделал практически все, 12 из 15 пунктов, и, возможно, есть надежда, что он все-таки доделает свою работу. Доделал все-таки, это хорошо. Мы копируем то, что здесь он нам дал, вставляем в консоль, запускается локальный сайт и смотрим. Напомню, это Xiaomi, китайская нейронка. Анимация присутствует. И это единственная нейронка, которая поняла, что если здесь у нас переключаются слова, то после них не должно идти никаких других слов, чтобы вот так вот не скакал этот заголовок туда-сюда, вниз, вверх. Идеально вообще, любовь. Люблю, когда нейронка зашарила. Но вот это вот что такое? Это что такое? Кнопка «Войти» вышла из чата. Так, кнопка переключения темы работает. Дальше мои проекты. Карточки с обводочкой. Ну, пойдет, ладно. Книжка, хорошо. Для статей сгенерировала картинки. Единственная нейронка, которая сгенерировала картинки для статей. Ай, как хорошо. Статья сверстана хорошо. Нет переключения на следующую статью, но есть возможность вернуться назад к блогу. Это прям хорошо. Вот у нас страница блога. Так, страница с курсами. У нас есть вот такой прайс, где она сама придумала курс по вайп-кодингу и для бизнеса. Но как бы получается, что куда ведет? Ведет куда-то в Телеграм. Нет лендингов, да, этих курсов. Ну и ладно. Консультации. Как проходит встреча? Никакой графики. Вот это прям проблема. Хотя должна быть графика. Здесь нужно объяснить, как, что происходит, как мы созваниваемся туда-сюда. Потом тарифы, окей, карточки, отзывы, окей, со звездочками, прям хорошо. Ну, вот этот блок, он как и в Клод. Смотрите, результат работы, как будто бы это сделал Клод, но дешевле в разы. Я уверен, что дешевле в разы. Давайте посмотрим, сколько потратилось денег. А нейронка Xiaomi сделала нам этот сайт за 75 рублей. Офигеть, это мой фаворит в данной задаче. Это просто круто. Так, разработка. Делаю сайты, делаю ботов, все в плиточках.
От этих плиточек никуда не скрыться. Здесь табличка. Ну, в принципе, все как и везде. Так, в рекламе тоже плиточка, аудитория здесь описана. И хотите разместиться, бла-бла-бла. Так, мне очень жаль, что случилось с этой кнопкой «Войти». Кстати, я нигде не проверил адаптив, да. На всех предыдущих сайтах я не проверил адаптивность, а здесь она есть. Здесь есть темная, светлая тема. Сайт подстраивается под адаптив. Ну, другие, мне кажется, что тоже подстраивались под адаптив. Нет, не было никаких проблем, мне кажется, с этим. Давайте посмотрим. Ну, да, все очень круто. Все очень круто. Это единственный, наверное, сайт, не считая вот этого косяка, который сделан идеально хорошо. Анимации присутствуют, нет каких-то косячков. Все запущено очень хорошо. Подвал, страницы с курсами, все выглядит приятно. С типографикой все нормально, со шрифтами. Лайкос. Ну, это мой фаворит, потому что за 75 рублей нам закодили вот такой вот прекрасный сайт. Идем дальше к следующему кандидату. И следующий кандидат у нас это Minimax. Тоже китайская нейронка. Так, нам нужно здесь сервер остановить. Он сейчас у нас запущен, а нам нужно его остановить, чтобы он у нас ресурсы не поджирал. Мы его закроем. У нас остается Minimax. Для Minimax мы даем новое задание. Выбираем модель Minimax. Выбираем режим Build и отправляем его кодить. Это очень круто. Я вдохновлен результатом от Xiaomi. Это очень хороший результат. Это получается нейронка, которая позволяет довольно дешево кодить. Я не знаю, что там под капотом. Качество кода я не анализирую в этом батле. Опять же, если надо анализировать качество кода, то напишите, по каким критериям, как, и сделаем следующий батл таким. Пока что я анализирую просто, как они справляются с задачей в процессе и каков результат внешне. Погнали. Будем ждать результат от Minimax. Готово. Закончила работу Minimax. Запускаем по рекомендации отсюда. Открывается браузер. Так. И контент не загрузился, да? Так, проблема со шрифтами. Шрифт был выбран такой, который очень плохо работает в кириллице. Так, курсы консультации. Ну ладно. Блог. Открываем страницу блога. Вот у нас статья, все окей. Назад к статьям мы можем вернуться. На следующую статью мы не можем вернуться. У нас какая-то проблема с отступами в подвале. Так, мы, допустим, откроем консультации. Здесь у нас только тарифы. В разработке у нас, блоки. Ну, короче, это плохо. Это плохо. Нет переключателя темной цветной темы. То есть темной светлой темы он пропустил. Главная страница не отображается. По какой причине, непонятно. Можно открыть инспектор. Вот тут у меня есть ошибка, я, оказывается, не видел просто. Так, что у нас тут? У нас есть ошибка. Мы ее скопируем, отдадим, конечно. Ошибка при рендеринге главной страницы. То есть у нас вот такая вот ошибка. Мы отдадим исправить. Он, скорее всего, ее исправит. У нас появится главная страница, но это как бы все равно не решает проблему. Сделано все очень плохо. Шрифт, вот он так должен был бы выглядеть, этот шрифт, или вот так вот. Он реально классный, кайфовый, но для английского языка, то есть для кириллицы это не подходит. А в промпте изначально было указано, что сайт должен быть на русском языке. Так, вот он что-то пофиксил, но страница... Главная страница все равно у нас не появляется. Не знаю. Это провал. То есть в любом случае это провал. И сколько денег мы на это все потратили? А мы потратили на Minimax 159 рублей на секундочку. 159 рублей. То есть он дороже, чем остальные китайские модели, но при этом справился с задачей хуже, чем остальные китайские модели. У нас остался последний кандидат. Minimax мы останавливаем. Давайте вот так вот. Он говорит, что нужно выполнить вот эту команду для того, чтобы убить процесс. Убиваем этот процесс, закрываем Minimax, и у нас остался Kwai Pilot. Тоже китайская нейронка. Вообще в последний момент я ее заметил, до этого не видел. И, кстати, я ее сюда, походу, не добавил. Да, нужно ее добавить и протестировать. Так, я ее добавил. Теперь она должна здесь появиться. Она у нас называется
Не, не появляется. Все, переустановил, запустил, а теперь отдаю ему промпт и отправляю в работу. Отправляю в работу? Да, отправляю. Все, он начал думать. Не задублировалось случайно? Нет, не задублировалось. Все, он составляет себе план из 12 пунктов. Кстати, большинство нейронок составляют себе 10-15 пунктов плана, и некоторые обновляют его постепенно. Клод, например, обновлял его постепенно, а некоторые выполняют работу, и только в конце такие типа, да, у нас же была тудушка, надо проставить галочки, и ставят галочки. Все как у людей. Посмотрим, как он справится с этой задачей. Если все окей, мы увидим результат в конце. Говорит, что все написал. Смотрим, открываем терминал. Где, кстати, наш терминал? Я почему-то его не вижу. Куда делся терминал? Вот он. Открываем, запускаем и смотрим. Вот он. Пытаемся открыть. Открылся. Но опять с этим шрифтом что-то не так. Переключение анимации слишком быстрое. Все из-за этого скачет. Весь сайт у меня скачет. Есть картинки. Что-то делать с этой анимацией, конечно, надо. Так, блог у нас вот. У нас есть статьи. Тут проблема у нас с отображением символов кириллических. Это прям большая проблема. Смотрим, статья загружается. Назад к статьям можно вернуться. Курсы у нас вот они. Инкубатор, курс по вайп-кодингу. В консультациях у нас прописано, как проходит встреча просто в виде плашки. Здесь проблемы с выравниванием. Тут посерединке, там у нас карточки. Довольно плохо сделанные карточки. Вот здесь вот мне нравится, что он такой... Люди читают со скоростью 0,2 секунды за слово. Делаю на заказ все подряд. Здесь можно было написать. Так, светлая и темная тема переключаются. Ну, из-за этого у нас убита главная страница, из-за вот этой вот... хотя нет, смотрите-ка, не скачет. Нет, скачет все-таки. Что-то перескакивает новое слово и увеличивает количество строк в заголовке. Из-за этого скачет вся страничка. Ну, короче, это сделано плохо, это не тянет никак на фаворита, и настало время подвести итоги, наверное, да? И я хочу посмотреть на результат. Так выглядит финальная таблица наших разных сайтов, сделанных разными ИИ-агентами. Самый дорогой сайт нам сделал Anthropic за 1461 рубль. Неплохой, кстати, сайт, красиво выглядел, все сделано было хорошо. Там вначале был косячок с выравниванием, поправил. Но это самый дорогой результат. Неоправданно дорогой за такую работу. Потом у нас GLM справился за 82 рубля. Не очень, по-моему, был сайт. Минимакс потратил нас 159 рублей, 72 копейки. И сделал, по-моему, вообще отвратительный вариант, насколько я помню. Лучший вариант у нас был, по-моему, от Xiaomi. Потому что получилось хорошо, добротно, все было ровненько, кроме одной кнопочки в IT. И результат мы этот получили за 75 рублей. Рекордно низкая цена. То есть самая дешевая нейронка в итоге дала самый лучший результат, сравнимый с антропиками. OpenAI, Codex GPT сделал нам сайт за 96 рублей. Уже так давно это было, что не помню, как он там выглядел, по-моему, не очень. Ну, еще у меня здесь на другое на что-то потратилось. Я не знаю, от чего именно зависит вот эта категория другое, какие нейронки туда попали. Ну, в общем, короче, за 2000 рублей, а если быть точным, за 1941 рубль 45 копеек, я протестировал 7, получается, разных нейронок. Грок у нас не запустился, причем я не знаю, в чем проблема, со стороны Грока или со стороны провайдера, или в OpenCode была какая-то проблема, ошибка. Несколько раз я попытался его запустить, у меня не запустился, не завелся Грок, а все остальные завелись. И получился вот у нас такой результат. Это был первый баттл нейронок, в котором я сравнил результат работы. Я благодарю сервис Польза AI за то, что они предоставили мне возможность протестировать это все в одном месте и за рубли. И пишите ваши впечатления в комментариях, задавайте вопросы, предлагайте новые темы для баттлов. Если наберется
много желающих, то мы схлестнем нейронки в других задачах. Фото, видео, звук, озвучка, сравним разные модели, будут тратить деньги, чтобы их не тратили вы. Сравним, может быть, подписки или что-нибудь еще. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Для меня это эксперимент. Поддержите его лайком, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Меня зовут Артем Исламов. Это канал «Лысый из браузера». Я рассказываю про нейросети так, чтобы вам лучше работалось и жилось. До скорой встречи в следующих видео.